Всем привет, с вами вновь Антон Сологвинов.ком. Поскольку в последнее время я очень много получаю вопросов Антона, когда же будет обзор на игру X, и количество этих вопросов приобретает уже какой-то просто лавинообразный поток, я вынужден пояснить ситуацию для тех, кто плохо следит за блогом и за тем, что происходит вокруг этого канала и проекта. Дело в том, что, если вы смотрите этот канал, то знаете, что он достаточно уникален. Такого продакшена и внимания к обзорам и к другим роликам, по уровню качества и вложения усилий нет ни на одном другом игровом канале. Сомневаюсь, что подобные проекты есть в мире, и все, что мы делаем, по сути, делаем за счет благодарностей, которые нам присылают пользователи, то есть вы. Поэтому, когда вам захочется спросить, а где же обзор на новую игру, вы спросите себя, а участвовали ли вы в поддержке проекта, который был в мае, под Ведьмака. Мы делали красивые заставки в каждом сюжете с призывом поддержать проект. И, в общем, примерно тогда мы выкладывались на полную, устраивали праздник и, в общем, все это делали от души. Но так получилось, что в этом году нас поддержало всего 450 человек. Из всей огромной массы подписчиков аудитория такая стабильная, канал 75-100 тысяч, которые смотрят практически все ролики. И очень обидно, что всего 450 человек из этой массовки поддержали нас. Но, в принципе, нам этого хватило, чтобы достойно отработать лето, съездить на E3, сделать после E3 аж там под 30 роликов самых разных. И дальше деньги закончились. Я на это все посмотрел, философски, и продолжил делать ролики, уже чисто по фану, спокойно, не напрягаясь. За лето мы прям скипанули кучу материалов, которые могли выйти, в том числе лайв-сюжетов, реальный Лос-Сантос, большой E3, несколько сюжетов на тему переноса виртуального игрового опыта в реальный мир, и это должна была быть GT Academy из Сочи, и гонки на треке в Зандворте. Это все мы решили не делать, просто потому что на это нужно деньги, время, вложить массу усилий по всем направлениям. Это мы решили, в общем, скипануть. И, честно говоря, я не сказать, что я был против, потому что в прошлом году я так заработался во время сезона, что доработался до больнички по нескольким направлениям. Потом долго лечиться пришлось. И когда я увидел такую всеобщую поддержку, то понял, что, окей, наверное, мне не нужны такие крутые ролики всем, такой продакшн. Нужно подходить к вопросу спокойнее, делать видео в свое удовольствие. А теперь прошло время, и выяснилось, что нифига, оказывается, все-таки нужны людям обзоры, и они их практически требуют. Но, к сожалению, все, что касается обзоров, это реально неимоверный труд, это каторга для нескольких человек на протяжении просто неопределенного абсолютно количества времени, зависит от сложности игры. Если она в open world, это неделя на прохождение, в лучшем случае такой доблеватый, а потом еще несколько суток бессонных работы над монтажом. Минута монтажа в среднем делается за 2 часа. Это хорошим подготовленным человеком, который знает, что делать. Когда начинаются, какие-то сложные проекты с миллионом вещей, которые нужно иллюстрировать, это растягивается еще на больший срок. По сути, для того, чтобы, сделать стандартный наш 30-минутный обзор, нужно потратить, такую настоящую неделю рабочего времени. Для того, чтобы сделать этот обзор к релизу, нужно со всех сторон, принимающих участие, нужно не спать, причем не спать несколько дней, нужно очень сильно вкладываться, тратить здоровье, тратить энергию, тратить кучу денег, а зачастую еще лицензировать музыку, и тому подобное. И, соответственно, ни о каком удовольствии, фане при создании обзоров нет. Это такая серьезная каторжная работа, которую мало кто выдерживает, именно поэтому нигде даже на Западе нет ничего подобного нашему проекту, не такого уровня монтажа, не такого уровня глубины. Все делают обзорчики по 5 минут с простеньким монтажом, и на этом все. Потому что все, что дальше, абсолютно нецелесообразно. Но так же получилось, что я немного сумасшедший и всегда таким был. Поэтому я делаю такие ролики, и только это мне приносит удовольствие. Создавать какие-то развернутые истории. Were you crazy? Yeah, you crazy.
Поскольку люди все это смотрят и с охотой, и с удовольствием, делаю вывод, что и вам такой подход тоже нравится. Но нужно понимать, что он абсолютно уникальный, нигде этого больше нету, и это никак не может себя купить в принципе, потому что это нецелесообразно. Целесообразно делать анбоксинги, превьюшечки по 5 минут, и то с российским ютубом могу сказать, что они нифига не отбиваются, то есть это можно делать только по фану. Нельзя это делать серьезной работой. Кстати, еще большинство российских пользователей игровых каналов смотрят YouTube пиратским образом, то есть включенным адблоком. И поэтому YouTube и так мало там, да, в России платят гораздо в разы меньше, чем на Западе. Так еще игровые каналы со своей продвинутой аудиторией получают, в несколько раз меньше денег за рекламу. То есть я общался с каналами с другими тематиками, где более казуальная аудитория, и вот так уж получается, что там доходы в 5 раз больше при тех же просмотрах. Гораздо выгоднее на YouTube рассказывать про политику, автомобили и косметику, чем про видеоигры. Тем более с таким качеством. Поэтому, в общем-то, на YouTube столько низкокачественного контента, потому что все в этой системе построено на то, чтобы ты делал большое количество низкокачественного видео. То есть таким людям, как я, здесь абсолютно нечего делать, если мы хотим заработать. И так же получилось, что зарабатываю я во многих местах и совсем не здесь, здесь скорее трачу. Я давно, уже несколько раз говорил, что мы можем делать самое разное. Мы там профессиональная студия, у которой уже больше 10 лет опыта за плечами в разных сферах работы с видео. Да, так получилось, что мы немножко сумасшедшие, есть привычка рассказывать про игры уже много лет подряд. Да, я это делаю и не без удовольствия. Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Другое дело, что это может принимать, абсолютно разные формы, да, там от простых каких-то сюжетиков, превьюшек до сложных обзоров и еще гораздо более сложных уже таких историй, сюжетов, да, с реальными съемками. И каким будет вот этот наш канал, что будет, какой контент на нем будет появляться, по сути, определяете только вы, ваши благодарности, да, которые мы получаем путем краудфандинга. И будьте уверены, что они в лучшем случае просто покрывают основные расходы. В большинстве случаев их не хватает на то, чтобы покупать какое-то новое оборудование. Говорю, мы не только этим занимаемся, нам есть где зарабатывать. И, по сути, основная задача краудфандинга, компенсировать затраты базовые и вдохновлять и мотивировать нас делать какие-то новые сюжеты. В общем, как-то неудивительно, все хотят, чтобы их работа оплачивалась. You need information? I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course. Но еще один важный момент в том, что это не только финансовая подпитка, которая идет, по сути, на сам же контент, а это еще очень сильная эмоциональная поддержка, потому что, когда за год работы тебя благодарит 450 человек, это не очень честно, это не очень приятно. Потому что в месяц этот канал смотрит 3 миллиона человек. Сколько в год, считайте сами. И просто после сопоставления таких цифр я чувствую тотальную несправедливость. Раньше все было честно. У нас был журнал, мы его продавали каждый месяц, люди платили за контент, мы получали прибыль, инвестировали его в развитие журнала, выводили его на новый уровень. Доросли, до нехреновых высот, надо сказать. Сейчас ситуация, я вообще считаю, дурацкая, потому что, с одной стороны, мы создатели контента не имеем никакого способа воплощать то, что мы реально можем и хотим, а вы, как аудитория, не получаете этого контента. Почему? Потому что все отвыкли платить за контент, что вообще в корне неверно. Не могут люди работать бесплатно, особенно в сфере видео. В общем, что я в итоге хотел сказать, что мы по-прежнему на месте, весь почти уже 15-летний опыт с нами. Мы готовы делать самые разные истории, самые разные сюжеты, обзоры и прочее. Но вы должны понять, что поддерживать нас нужно. И не потому, что мы козлы, не хотим, как все, работать, а просто потому, что мы не работаем, как все, делаем все намного круче, намного лучше. И это стоит денег, как ни странно, и гораздо больше усилий.
И мы можем работать в разных форматах. Мы можем работать в простых, вот как последние месяцы, можем как раньше. Делая близко к релизу игры обзор, борясь там за сроки, за время, не спя сутками, иногда неделями, это абсолютная правда. Было в прошлом году, не спали неделю вообще, вот реально, по 2 часа. Про выходные я вообще молчу, осенью мы забываем, что это такое. Но никакая реклама никогда не покроет, не отобьет наше сумасшествие. И не будет целесообразности финансовой в этом проекте, и мы к нему не стремимся. Единственный способ делать вот такие крутые, сумасшедшие вещи — это ваша благодарность. Вы платите за крутой контент, мы его делаем. Это вот, к сожалению, единственный способ. В общем-то, на днях читатели блога меня убедили, что нужно все-таки сделать новый раунд краудфандинга. Кто-то весной не успел, кто-то забыл, кто-то недооценил важность этого момента. Ну и плюс на YouTube я тогда ничего не выкладывал, все было только в блоге. Поэтому, если вам все-таки нравится то, что мы делаем, как мы это делаем, и вы хотите видеть обзоры, заходите в блог, там есть табличка, можно платить с самых разных мест, с Яндекс, с кредиток, с Kiwi, с PayPal. Поддержите нас на этот сезон, мы начнем делать обзоры, ну а там уж сколько соберем. Если будет достаточно большая сумма, то хватит и на подведение итогов, и приплюсуем сюда марафон по Fallout 4, еще что-нибудь. И глядишь, когда появится время, вернемся к лайв-сюжетам пропущенным. Только вот от степени вашего увлечения, желания зависит качество и крутизна контента на этом канале. Ну, кто меня давно смотрит, знает, что моя мечта сделать топ-гир про игры. И не знаю, с каждым годом вот мечта эта куда-то уходит, все дальше. Но кто знает, может быть, времена изменятся и, в общем, получится. Insanity is doing the exact same fucking thing. На этом все. Спасибо, что смотрели, слушали. Надеюсь, все стало понятнее. И очень надеюсь, что все-таки мои слова хоть кем-то будут услышаны. И очень надеюсь, что количество людей, которые по-настоящему ценят то, что мы здесь делаем, оно возрастет. Счастливо, увидимся в следующих сюжетах.